Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто видит это видео первый раз, подписывайтесь на наш канал. Обязательно нажимайте колокольчик, пересылайте по хорошей традиции это видео всем своим хорошим друзьям и знакомым. В нашем видео мы разбираем различные темы, которые помогают вашу жизнь делать насыщенной, интересной и полезной для общества. Тема сегодняшнего видео – как развить в себе умение быть счастливой. Как правило, мы этот вопрос рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. И колесо жизненного баланса, оно дает более комплексный взгляд на проблему, на ситуацию. И те, кто пробует изучать колесо жизненного баланса более подробно, они находят в нем очень много лайфхаков. Почему? Потому что мы рассказываем о различных инструментах. Кому-то подойдет один инструмент, кому-то подойдет другой инструмент. При желании вы можете какие-то свои полезные наработки написать нам в комментариях. Мы обязательно это все рассмотрим. Если тема достаточно интересная, мы обязательно по нему сделаем отдельное видео. Давайте сейчас рассмотрим тему счастья сквозь призму различных теорий, и я вам расскажу, какое преимущество дает колесо жизненного баланса. И мы по традиции начнем с цитаты. «Обыкновенно нам недостает не самого счастья, а умения быть счастливыми». Умение быть счастливыми или умение быть счастливой – это навык, который в себе можно успешно развивать. Мы даем вам возможность всю вашу жизнь разбить на сферы. Колесо жизненного баланса Long Swim, оно оперирует 8 сферами. Эти сферы у нас разделены на 2 части. 4, в которых присутствует большое количество эмоций, и 4 сферы вашей жизни, в которой больше доминируют действия. Сейчас я перечислю те сферы, в которых доминируют эмоции. Это сфера друзья и окружение, отношения, семья, яркость жизни, духовный рост и творчество. Как правило, понятие счастья, оно больше связано с эмоциональной стороной. Некоторые люди любят рациональные поводы для счастья, и поэтому я сейчас перечислю 4 сферы, которые отвечают за рациональность, в которых эмоций гораздо меньше, там больше преобладают действия. Это сфера карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт. Чем удобно визуальное оформление колеса жизненного баланса Long Swim? Если мы по диагонали разделим все наши сферы жизни, вот именно вот так вот, то мы в одной части получим сферы, которые отвечают за эмоции, а второй полукруг мы получим сферы, в которых эмоции меньше, и ориентироваться в этих сферах на эмоции, все равно в лучшем случае это будет 51% рациональности и 49% эмоций. Вот такое условное разделение сфер жизни на эмоциональную и не на эмоциональную часть дает нам более глубокое понимание, как в себе можно развить умение быть счастливой. Тем, кто смотрит наше видео первый раз, я вам всем рекомендую посмотреть плейлист «Колесо жизненного баланса для любимого человека», потому что изучение колеса жизненного баланса Long Swim лучше идти параллельно по 2 направлениям. Вы изучаете колесо жизненного баланса свое, пытаетесь понять себя путем внутреннего самоанализа, и самый эффективный способ изучать свое ближайшее окружение, своих друзей, своих любимых, сквозь те же самые сферы, которые применимы к вам. Это дает вам возможность без эмоций взглянуть на другого человека, но сквозь структурированную призму знаний. Примерно через 1-3 месяца такой практики вы начинаете уже лучше разбираться во взаимодействиях, которые есть между сферами. Допустим, рассмотрим на примере сферы отношений, семья и деньги. Они объединены одной миссией – сохранить и приумножить. К деньгам мы относимся очень осторожно, потому что деньги мы зарабатываем постепенно, накапливая свой опыт профессиональный.
умело пользуясь теми возможностями, которые у нас есть. Точно так же и в сфере отношений мы объединяемся с любимым человеком, с любимым мужчиной, с любимым женщиной, понимая, что вдвоем гораздо легче наслаждаться жизнью, легче преодолевать сложности, и совместно реализуя какие-то планы, можно прийти к общим целям. Вот именно наличие общих целей дает вам возможность быть счастливыми. По традиции мы сейчас разберем тему, как развить в себе умение быть счастливой, рассматривая каждую сферу колеса жизненного баланса Long Swim в отдельности. И по традиции мы начинаем со сферы яркость жизни, где и рождается вот это вот общее понимание счастья от вашей полноценной жизни. В других источниках рассказывают, что основное счастье находится в сфере отношения и семья. Безусловно, это так, я могу с этим согласиться, но если рассматривать жизнь индивидуального человека более глубоко, сквозь призму его реального состояния, вы поймете, что в каждой сфере присутствуют элементы счастья. Задача колеса жизненного баланса Long Swim – это дать вам практичные, научно обоснованные инструменты для того, чтобы вы пришли к своему личному долголетию, профессиональному долголетию, потому что когда вы понимаете, что жизнь ваша будет очень долгая, более 100 лет, вы начнете смело ставить свои цели, вы начнете делать шаги в реализации самых грандиозных ваших планов, то есть будете жить нормальной, насыщенной жизнью. И вот этот вот фактор, когда мы в колесо жизненного баланса внесли такой параметр, как долголетие, позволяет нам пересмотреть само состояние счастья. Счастье для многих людей представляется в виде какой-то кратковременной части жизни. Счастье может быть локализовано в какой-то сфере. Ну, допустим, человек испытывает огромный энтузиазм и радость от реализации в карьерной сфере, но у него могут быть сферы друзья и окружение очень такая негармонично развитая, потому что друзья и окружение, ну, допустим, по традиции токсичные, или человек, испытывая в профессиональной среде счастье от реализации там своих возможностей, не получает одобрения от своего круга. Ну, это такой вот дисбаланс, с которым можно бороться. Но давайте перейдем к тому, что умению быть счастливым можно легко научиться, и давайте мы это рассмотрим конкретно по каждой сфере. В сфере яркость жизни мы развиваем в себе умение быть счастливым, понимая, что у нас есть определенный ритм в сутках, и в каждую часть суток, утром, в обед и вечером, и даже ночью мы можем, используя инструменты, приводить себя к счастливому состоянию. Нахождение в счастливом состоянии – это ваше решение. Для людей в состоянии 0,4 решение быть счастливым очень сильно зависит от окружающей среды, от его окружения. То есть, если окружение там мотивирует быть счастливым, скорее всего, человек будет делать шаги в направлении счастья. В отличие от состояния 0,4, люди в состоянии 4,8, они избирают состояние счастья как необходимый компонент для того, чтобы быть эффективным в своем профессиональном предназначении, в своих каких-то личных планах развития. То есть люди 4,8, у них есть выбор: или выполнять свои планы, чувствуя себя не очень счастливым человеком, выполнять свои планы сквозь призму преодоления какого-то своего эмоционального состояния. Но, конечно, преодолевать свое унылое состояние достаточно трудоемко, энергозатратно, поэтому лучше на поставленные задачи смотреть сквозь призму оптимизма, а к оптимизму мы дополнительно даем правильные, проверенные инструменты, которым некоторым людям подойдут, некоторым людям подойдут в какое-то другое время. И умение быть счастливым в основном рождается именно в сфере яркость жизни. Для тех, кто трудоголики, у них основное счастье рождается, когда они становятся
полезным как профессионалы или выполняя какую-то усиленную домашнюю работу. Но счастье – это немножко более такое расширенное состояние. И именно находясь в состоянии отдыха, находясь в состоянии глубокой рефлексии, мы учимся чувствовать себя наполненным смыслом и начинать как бы понимать, что можно быть счастливым человеком, находясь в состоянии отдыха, глубокой релаксации, когда вы уже в жизни начинаете замечать многие замечательные моменты. Еще раз пройдусь по состояниям. Люди в состоянии 8-10, они настолько перенаполнены состоянием счастья, что его хватает и на окружающих. За счет того, что люди 8-10, они достаточно структурированы, то есть в отличие от состояния 0,4, люди в состоянии 8-10, они более структурированы. Они понимают, какими инструментами, допустим, эффективности они умело умеют пользоваться. Они понимают, что делиться своим хорошим настроением – это очень-очень замечательная идея. Люди в состоянии 0,4, они стараются о своих эмоциональных переживаниях не рассказывать, потому что их основные эмоциональные переживания – это глубокое внутреннее переживание, желание понравиться всем своим окружающим. И это в конечном итоге ведет к глубокому, сильному эмоциональному выгоранию. И я сейчас вам расскажу, переходя к следующей сфере, как колесо жизненного баланса Long Swim помогает вам бороться с выгоранием. Переходим в сфере духовный рост и творчество. И здесь умение быть счастливым у нас происходит через практику своего хобби, практику своего любимого занятия. Когда у нас есть 1, 2 или 3 любимых занятия, которые мы называем хобби, если вы этому хобби уделяете более 1 часа или этому хобби уделяете внимание минимум 1 раз в неделю, вы заметите, что после занятия любимым хобби тревоги, неуверенность в себе, оно все плавно подходит, и появляется такое замечательное чувство, когда вы на проблему смотрите не с точки зрения эмоционального переживания, а с точки возможности ее решения. Поэтому умение быть счастливой в сфере духовного роста и творчества состоит в том, что вы в этой сфере формируете свой навык смотреть на свое состояние сквозь призму. Вы с этим состоянием умело можете справляться, вы можете свое состояние перевести в более положительное, наполненное большей энергетикой, и вы, проработав свою сферу духовного роста и творчества, можете легко находиться в состоянии 4-8, в состоянии 8-10. Состояние 0,4 через ваши осознанные, продуманные жизненные принципы будет для вас уже неинтересным, хотя вы в это состояние можете попадать, оно не будет приносить вам радости. Вы с удовольствием очистите свое окружение от людей состояния 0,4, увеличивая между ними дистанцию, понимая, что когда вы перейдете к состоянию 8-10, вы этим людям сможете передать свое знание, свой опыт, как можно быть счастливым. Давайте рассмотрим сферу карьера и бизнес, как здесь в себе можно выработать умение быть счастливой. Большую часть своего времени, примерно 30% времени с понедельника по пятницу мы уделяем своей любимой работе, и умение в своей работе найти радость и быть счастливыми – это тоже умение, которое можно тренировать. В первую очередь, если у вас есть какой-то человек, который обладает большим профессиональным опытом, путем общения с ним вы прорабатываете не только рациональную часть, как это можно сделать лучше, но и можете проработать свою эмоциональную часть, как получить удовольствие и ощущение счастья, выполняя повседневную рутинную работу, повседневную, очень, так сказать, однотонную работу, или если ваша работа творческая, как получить вот это состояние счастья, выполняя творческую работу. Один из практических навыков – это перейти к сфере наставничества, то есть вы сначала получаете необходимый опыт от своего наставника, потом уже пробуйте передать свой накопленный опыт более молодым специалистам. Вот
отвечаю на вопрос, как можно быть счастливым в сфере. Сфера – это один из инструментариев, это наставничество, когда вы можете передать свой опыт, и передача опыта, она вас постепенно, там, маленькими шагами ведет к состоянию счастья, потому что ваша информация востребована. В дальнейшем вы получите от человека, которому передали опыт, искреннюю благодарность. И эта искренняя благодарность – это тонкая энергетика, которая помогает вам быть более счастливым человеком или более счастливой женщиной. Переходим к следующей сфере. Сфера называется «Деньги». Как здесь выработать в семье умение быть счастливой. Вот сфера денег для многих женщин является как бы простой, понятной, предсказуемой, потому что чем больше денег, тем есть больше ощущения в завтрашнем дне. Но мы в колесе жизненного баланса Long Swim рассматриваем сферу денег сквозь призму не только сохранить, но и как приумножить то количество денег, которое у вас есть. Приумножать деньги нужно обязательно через свою репутацию, а репутация счастливого человека – это дополнительный козырь, который автоматически увеличивает вашу денежную массу в 2-3 раза, потому что когда вы будете инвестировать свои собственные деньги или чужие деньги, вот именно состояние счастья даст вам возможность интуитивно находить тех людей, которые будут ваши деньги приумножать или для которых вы будете приумножать как бы чужой или свой капитал. Вот такое вот неожиданное заявление, то есть как счастье в сфере денег помогает вам быть более счастливыми и находить счастливых единомышленников. Переходим к следующей сфере. Это сфера личностный рост. Как здесь быть более счастливой. Для начала в состоянии 0,4 в сфере личностный рост мы в чужих знаниях, в чужом накопленном опыте ищем какие-то волшебные зерна, как быть счастливыми. Вам кажется, что вы сейчас вот прочитаете какую-то одну книгу, найдете какой-то инструмент, и у вас сразу возникнет счастье. И такое может быть, если вы ориентируетесь на свое состояние 0,4, то есть кратковременное состояние счастья. Когда вы примерно через 1 год практики колеса жизненного баланса осознаете, что счастье может быть долговременным состоянием, вы начнете в каждом знании теории искать практическое применение. То есть как бы вы эту теорию применили к своей жизни, поэтому смело то, что вы послушали, пробуйте применять к своей жизни. Что-то у вас получится, что-то у вас не получится. Если что-то у вас получится и сделало вас счастливыми, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях к этому видео, какое обучение вам дало состояние счастья, какой инструментарий после этого обучения для вас оказался самым полезным. Пожалуйста, делитесь этой информацией, нам будет это очень приятно. В сфере личностного роста самые высшие показатели счастья – это переход к наставничеству, то есть вы свой жизненный опыт, профессиональный или личный, можете структурировать, как вы считаете нужным, делиться этой полезной информацией. И если вы найдете такой яркий, активный отклик, это даст вам вот именно состояние счастья, что ваш опыт оказался кому-то полезным. Это может быть 1-2 человека, но если вы любите большие масштабы, со временем количество людей, которые скажут вам спасибо, может увеличиться от 100 до 1000 и даже более. Чего я вам искренне и желаю. Умение быть счастливым очень хорошо прорабатывается в сфере личностный рост. Есть различные книги, фильмы, материалы, где люди рассказывают о каких-то инструментариях, как быть счастливым в сфере семья и отношения, как быть счастливыми родителями, как быть счастливыми бабушками и дедушками. Пожалуйста, любыми инструментариями пользуйтесь. Преимущество колеса жизненного баланса Long Swim в том, что оно позволяет использовать различные инструменты наработки других людей к разным сферам жизни. Но поскольку у вас есть 8 сфер, в которых вы уже четко разбираетесь, это дает вам возможность то, что те инструменты, которые помогли вам, рекомендовать своим друзьям и знакомым, и вы можете четко сказать, что вот этот инструментарий быть счастливым
для сферы деньги может быть очень полезной, а вот этот инструментарий, там другой автор, другое состояние, ну, как прийти к счастью, может быть полезен только для сферы отношения и семья. Но в колесе жизненного баланса Long Swim мы не ограничиваем инструменты, которым вы можете пользоваться. Мы, наоборот, рекомендуем увеличивать количество инструментов, которые вы попробовали, с тем, чтобы сквозь призму личного и использования на основе личного примера через свое личное наставничество уже людям рекомендовать, что может их сделать счастливыми. Переходим к следующей сферу, где умение быть счастливым очень хорошо формируется. Это сфера здоровья и спорт. И ваше желание быть счастливым очень хорошо идет через занятия спортом, через регулярную заботу о своем здоровье. Потому что сфера здоровья и спорт в возрасте более 50 лет становится одной из ключевых. И если вы хотите в возрасте 50 лет выглядите замечательным человеком, который переполнен энергией здоровья, пожалуйста, в возрасте 30 лет уже этой сфере уделяйте достаточное необходимое время, потому что к 30 годам вы уже четко формулируете свое желание или быть долгожителем, или не быть долгожителем. Итак, умение быть счастливым в сфере спорта как проявляется? Вы начинаете заниматься новым видом спорта, и это делает вас счастливым человеком. Вы в той дисциплине, в которой практикуете, пробуете участвовать в соревнованиях и получаете реальное ощущение счастья от того, что вы могли выйти за пределы своей зоны комфорта, за пределы тех результатов, которые для вас были стабильными, индивидуальными, а сейчас вы их там каким-то образом увеличили. Это легче сделать, когда у вас есть профессиональный тренер. Это легче сделать, когда у вас есть друзья-единомышленники, которые реально и искренне вас поддерживают. Вот один из способов быть счастливым – окружать себя более счастливыми людьми, которые более доброжелательно к вам настроены. Плавно переходим к следующей сфере – друзья и окружение. Здесь я попытаюсь вам разобраться, как можно быть более счастливыми сквозь призму состояний. Мы рекомендуем вам в сфере друзья и окружения быстро переходить к состоянию 4-8, то есть сформулировать свои планы, которые есть, озвучить эти планы своему окружению, и если есть желающие поддержать вас какими-то совместными действиями, морально, материально, то это должно формировать ближайший круг окружения. В состоянии 0,4 вы, не имея своих планов, будете вовлечены в реализацию чужих планов. Это тоже может делать вас счастливыми людьми, но это счастье будет за чужой результат, за чужую удачу. Через это состояние важно пройти, желательно в возрасте до 30 лет. Если в возрасте от 30 до 40 лет, уже смело, пожалуйста, концентрируйтесь на своих планах, мечтах и ожиданиях. Как здесь можно быть счастливыми? Самый высший показатель счастья в сфере друзья и окружения – это если вы пришли к состоянию 8-10. Состояние 8-10, когда вы уже не ставите свои ограничения по уровню счастья, которые вы можете испытывать, то счастье, оно имеет и накопительный эффект. Счастье – это не мгновение, счастье – это то состояние, которое вы можете себе тренировать. Счастье – это то состояние, которое вы можете в себе накапливать. И ваша задача осознанно выбирать свое окружение. То есть это всегда идет через новых единомышленников, новых друзей, которые уже реализованы, как правило, и в личной жизни, и в профессиональной жизни. И когда вы больше находитесь в кругу этих людей, вы начинаете понимать, что ваши ценности постепенно меняются, и ваш внутренний уровень счастья растет. Переходим к самой интересной сфере отношения и семья. Может ли семья быть счастливой, если один из его участников этой семьи несчастливый человек? Колесо жизненного баланса Long Swim говорит о том, что если оба любящих человека, любимый мужчина, любимая женщина, находятся в состоянии 4-8, у них больше возможностей договориться о совместных планах. Если это два человека, которые находятся в состоянии 8-10, уже никакие внешние факторы не могут
помешать им находиться в этом состоянии. А если вы в состояниях, отношениях или семье идентифицируете себя в состоянии 0,4, то есть любимый мужчина находится в состоянии 0,4, любимая женщина находится в состоянии 0,4, вы будете очень сильно погружены в совместные эмоции. Это совместные эмоции будут совместного счастья, совместного горевания, совместного возмущения действиями друг друга. Это все большое количество эмоций. Колесо жизненного баланса Longswim говорит о том, что все свои эмоции, отрицательные, положительные, вы постарайтесь трансформировать в какие-то совместные действия, и именно в совместных действиях у вас уже будет более высокая энергетика, и вы в совместных действиях больше разовьете в себе умение быть счастливым, потому что счастливым человеком, когда вы сделали какое-то совместное действие, вы становитесь от того, что, первое, вы увидели результаты своего труда, вы поняли, что вы можете эти цели достигать, используя там 5-10% своих возможностей, то есть не напрягаясь, не на пределе своих сил. А если вы это очень тщательно планируете, вы уже получите удовлетворение и состояние счастья от того, что вы это все классно спланировали. Люди в состоянии 8-10, они будут всегда очень большое внимание уделять планированию, потому что люди в состоянии 8-10 могут планировать счастье не только для себя, но и для своих окружающих. Итак, кратко подводим итоги сегодняшнего видео. Как развить в себе умение быть счастливым. Умение развить себя счастливым можно разделить по 8 сферам колеса жизненного баланса Longswim. И постепенно, сферу за сферой, вы можете увеличить у себя умение быть счастливым, не забываем о наставничестве. Именно наставничество позволяет взглянуть на свое внутреннее состояние счастья со стороны. Окружайте себя своими друзьями и единомышленниками, которые, по вашему мнению, уровень счастья находится на гораздо более высокой точке. Ну и в какой-то момент времени окружающие смело скажут, что вы вот за небольшой промежуток времени, надеюсь, это 1-2 года, в себе кардинально развили умение быть счастливым, потому что, я повторюсь, обыкновенно нам не достает не самого счастья, а умения быть счастливыми. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось в наших видео, что в наших видео было нового и интересного. Всем желаю хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.